Всем привет, у микрофона Скарлетт. Собственно, почему я записываю этот видос и вообще выхожу из комы, в которой я была где-то месяц или два? Да такая херня тут случилась на днях, что просто молчать об этом очень сложно. Я хочу затронуть одну тему, которая относится к аниматорскому сообществу на Ютубе, да и самому Ютубу в целом. Я не знаю, поднималась ли эта тема в сфере русскоязычного сообщества художников и аниматоров, но я, пожалуй, буду первопроходцем в этом деле, потому что почему бы и нет. Да, для справки, далее я буду просто перечитывать свой пост из группы ВКонтакте, потому что так будет весьма проще. Итак. Дорогой YouTube, который на каждом шагу пердит о том, что он делает свои сервисы только лучше. Ты очень хуёво выполняешь свою работу. Почему же? Сейчас об этом расскажу. Довольно давно, а если быть точнее, где-то в конце 2017 и начале 2018 годов, началась шумиха насчет одного единственного канала, популяризацию которого я застала самолично. И вся эта шумиха не может утихнуть до сих пор, благодаря обширному пиздецу, что сделал этот самый канал, а конкретно его владелец. В интернете сейчас существует испанский аниматор, которому можно дать кличку Хасен нового поколения. Экскурс в дело. На Ютубе существует человек с никнеймом Кристали. Или Кристали. Я до сих пор не знаю, как его называть. Сейчас его канал назван Шентели Шай, но это не избавляет его от всех грехов, что он сделал за весь последний год. На данный момент он имеет почти 100 тысяч подписок на YouTube-канале, что меня очень сильно пугает. Сначала данный индивид прославился тем, что он брал рисунки популярных аниматоров или художников, таких как Розали, Вулфичу и многих других, чьи персонажи — это антропоморфные животные женского пола, после чего обрисовывал их позы, копипастил на рисунок голову одного из своих двух персонажей и делал анимационные мемы весьма низкого качества в плане анимации. Все было идеально ровно до того момента, пока не выяснилось, что индивид страдает порнографической зависимостью, у него серьезно на стене находится ёбаное порно. И, внимание, занимается кибербуллингом и педофилией. Есть также подозрение на то, что он сатанист, но подтверждения этой гипотезе не нашлось. В его видео постоянно мелькают образы гиперсексуализированных персонажей, чего стоит только посмотреть один лишь соло-мем. Факт того, что его персонаж носит одну и ту же одежду и ходит без штанов, говорит о многом. Хотя почему только одежду? Персонажи выглядят одинаково, что в принципе говорит о творческой импотенции человека. Забавно, что сейчас он скрыл множество своих старых видео, что наводит меня на мысли о том, что он все-таки хочет замести следы. Потому что его поймали с поличным просто. Его наклонности к кибербуллингу доказываются ситуацией, когда он травил одну девочку с Ютуба. Я точно не знаю, за что именно, так как в подробности не вдавалась. Но эта девочка находилась в депрессии довольно долгое время после инцидента. Позднее ее канал был забанен из-за страйков, что и накидал этот самый Кристали. И, о бой, педофилия! Пожалуй, самый громкий скандал, который можно ожидать на Ютубе, это занятие педофилией. И к великому несчастью, Кристали попадает под эту категорию. Как-то выяснилось, что он обращается к детям с возрастом в районе 13-14 лет и втирается к ним в доверие, так как они под влиянием его контента и готовы сделать все для своего кумира. В числе этих самых просьб оказалось требование присылать фотографии этих самых детей без одежды и нижнего белья в довольно сексуальных позах. Конкретно это взбудоражило пользователей иностранного анимационного комьюнити. Сейчас в интернет просочились разоблачающие диалоги с его участием, жертвой в одном из которых оказалась маленькая девочка с ником Пичи Кап. Он многократно выпрашивал у нее фотографии эротического характера, писал тексты сексуального содержания и все в таком духе, что можно приравнять к педофилии. А так как наш индивид совершеннолетний, то это уже карается законом. Сука, он отправил ей дикпик, вы понимаете? Дикпик, блядь, 14-летнему ребенку. На данный момент конкретно этот случай является животрепещущей темой, которая облетает творческую сторону интернета. Аниматоры и художники поддерживают девочку, делая новые ранты на Кристале и распространяют информацию. Забавный факт. Он сделал видео, где рекламирует приложение для защиты детей от угроз в социальных сетях. Еще одно доказательство того, что он пытается замести следы от полиции. Что мы имеем в итоге?
Совершеннолетний парень, нарушающий авторские права других аниматоров и художников, страдающий порнографической зависимостью, принижает детей и занимается педофилией. Человека уже давно должны посадить за решетку. На канал летят многочисленные жалобы с целью блокировки, но YouTube никак не реагирует на это, из-за чего преступник остается безнаказанным. И вот именно здесь я хочу остановиться и задать существенный вопрос. YouTube, какого, собственно, хуя? У тебя перед носом находится педофил, который совращает малолетних детей. Тебе летят многочисленные жалобы. На сервисе происходит шумиха. И тебе на все это насрать? Нет, ты вместо этого будешь банить тех, кто как раз таки становится жертвой этих самых педофилов, потому что вы нарушаете наши правила сообщества. Какие у вас могут быть правила сообщества, если вы не реагируете на множество жалоб, что приходят на этот канал? Человек заметает все следы, чтобы снова остаться безнаказанным, потому что вы, администраторы Ютуба, не сделали ничего, чтобы это не повторилось вновь. А я ведь напомню, что он уже должен сесть на зону за множество статей, в числе которых нарушение авторского права, совращение малолетних, хранение порнографического материала с детьми, а также кибербуллинг и унижение прав человека и распространение личной информации. YouTube, какого, мать его, хуя? Для всех, кто сейчас посмотрел это видео, я хочу, чтобы вы держались от этого человека подальше, так как вас может также постичь участь тех детей, которые попались ему в руки. Кидайте репорты на его канал. Может быть, когда-нибудь YouTube все-таки оклемается от своего пьяного состояния и, наконец, заметит сей беспредел. Я надеюсь, что эта новость распространится и по русскому сегменту, чтобы люди были больше осведомлены и были в целости и сохранности. Спасибо за просмотр.